Всем привет! Продолжаем вязать кошечку. Присоединили лапки. Значит, будем вести отсчет отсюда. Можно вести отсюда можно и сначала вести отсчет. Но чтобы вам было легче, будем считать, что это у нас был первый ряд. В первом ряду, значит, у нас должно быть 124 столбика. Посчитайте внимательно, может где-то что-то упустили, либо лишнее. Перепроверьте на этом этапе. Вот, но если считать от начала ряда, да, это у нас будет 9-й ряд. Но я думаю, что вам будет, если вы маркер вот тут поставите себе, отметите и оставите его здесь, вам будет легче отсчет вести. Вы можете вот так вот даже сделать, например, полосочка, чтобы была из маркера, чтобы она у вас отгородила ряд нижний от первого вот этого вот, и вам будет легче вести отсчет. Это у нас первый ряд. Значит, дальше второй ряд. Второй ряд вяжем 28 столбиков. Провязали 28, теперь нам надо провязать убавку из 3 столбиков. Чтобы она была не выпуклой, мы вяжем так. Вот они, наши 3 столбика, с которых нам надо сделать убавку. Вводим крючок в первый столбик за переднюю стеночку петли и в третий, второй пропускаем и провязываем убавку. Так она будет не выпуклая. Вот. И делаем еще одну убавку из 3 столбиков, то есть 2 убавки подряд у нас из 3 столбиков. Опять же беремся за переднюю стеночку первого столбика и третьего и провязываем убавку. Вот, и дальше вяжем 58 столбиков. Не спеша, внимательно провязываем. 58 столбиков. Итак, провязали, то есть мы вязали отсюда, провязали вот это все и пришли к переду. 58 столбиков. У нас тут 2 столбика, которые мы провязывали с вами предыдущего ряда. Делаем в них прибавки, то есть 2 прибавки подряд. Раз прибавка, вторая прибавка. И теперь вяжем до конца ряда. 30 столбиков должно быть у нас. Итак, во втором ряду у нас должно быть 122 столбика. Теперь с 3 по 11 ряд мы провяжем без изменений 122 столбика. Это у нас будет 9 рядов. На этом этапе мы можем наполнять ножки, пока есть удобный доступ хороший к ним. И продолжаем дальше вязать. Следующий ряд у нас 12. Делаем убавки. Убавки у нас будут сейчас сзади. Вяжем так, значит, убавка в начале. И 6 столбиков. Итак, мы повторим 7 раз. Убавка 6 столбиков. Повторяем 7 раз. Провязали так 7 повторений и еще одну делаем убавку. И у нас получается в начале убавка и в конце убавка. 8 убавок в итоге. Дальше мы вяжем 29 столбиков. Дальше вяжем прибавку 5 столбиков. Прибавка.
Это у нас спереди такая комбинация. И 28 столбиков у нас осталось, довязываем до конца ряда. В 12 ряду, где у нас были убавки, осталось 116 столбиков. Теперь 13 ряд мы вяжем без изменений, 116 столбиков. 14 ряд вяжем убавка и 5 столбиков повторим 3 раза. Убавка, 5 столбиков, так, провязали 3 раза, повторили. Теперь убавка, 4 столбика, убавка и дальше 5 столбиков и убавка повторим 3 раза. Столбиков, убавка. Дальше вяжем 30 столбиков. Дальше прибавка, 6 столбиков, дальше прибавка и 28 столбиков довязываем до конца ряда. В 14 ряду у нас осталось 110 столбиков. Теперь 15 ряд мы вяжем без изменений, 110 столбиков. Дальше 16 ряд. Значит, убавка в начале. Убавка 4 столбика и убавка 3 столбика мы повторим 2 раза. Убавка 1, 2, 3, 4 столбика, затем убавка 1, 2, 3. Такую комбинацию повторяем 2 раза. Убавка 4, убавка 3. Затем убавка, теперь 4 столбика и убавка повторяем 3 раза. Дальше вяжем 31 столбик до сюда, до переда. Дальше вяжем прибавка, 7 столбиков прибавка. И 28 столбиков довязываем до конца ряда. В 16 ряду у нас осталось 104 столбика. Теперь 17 ряд вяжем без изменений, 104 столбика. 18 ряд убавка 3 столбика повторим 2 раза. Дальше убавка 2 столбика повторим 3 раза. Убавка 2 столбика. Повторяем 3 раза. Дальше убавка 3 столбика повторяем 2 раза. Раз и убавка 3 столбика, 2,
И еще одна убавка. Дальше вяжем 32 столбика. Дальше прибавка 8 столбиков, прибавка. Ну и 28 столбиков у нас до конца ряда довязываем. В 18 ряду у нас осталось 98 столбиков. 19 ряд вяжем без изменений. 98 столбиков. 20 ряд. Убавка. 2 столбика. Дальше убавка и 1 столбик повторим 2 раза. Убавка, столбик 1, убавка, столбик 2. Дальше убавка, 2 столбика, убавка. Тут последние ряды у нас много, убавка за убавкой почти идет. Дальше столбик, убавка 2 раза повторяем. Столбик, убавка 1, столбик, убавка 2. Затем 2 столбика, и убавка. И дальше вяжем до конца ряда без изменений 72 столбика. В 20 ряду у нас осталось 90 столбиков. 21 ряд вяжем, значит, делаем 9 убавок подряд за передние стеночки петли. 9 убавок подряд. И дальше 72 столбика у нас до конца ряда. В 21 ряду у нас осталось 81 столбик. И последний у нас с убавками будет 22 ряд. Мы вяжем убавку, одну убавку из 9 столбиков. То есть за передние стеночки петли мы беремся за 9 столбиков. Аккуратно, не спеша, чтобы они не слетели. Собираем на крючок 9 столбиков. Немножко может быть неудобно. Захватываем рабочую нить и потихонечку снимаем с крючка каждый столбик. Так, стягиваем хорошо, так как их много. И у нас получается такая убавка. И дальше до конца ряда довязываем 72 столбика. Все, провязали. И теперь смотрите, мы будем ушивать, вернее сшивать до шеи вот эту вот часть. Поэтому нам надо отрезать столько ниточки, чтобы хватило, чтобы это все сшить. Сшить спинку. Вытягиваем ниточку, наполняем тело, вот по возможности, чтобы вам удобно было сшивать. Плотно наполняйте, особенно вот эти места, где сгибы, чтобы ножка не сгибалась. Плотненько все было. Итак, мы можем наполнять, сшивать и наполнять по ходу вязания дальше плотно. Здесь выравнивайте все складочки, так как у нас тут много убавок, будут складки. Наполняйте и смотрите, чтобы ножки сзади тоже были равномерно наполнены. В общем, делаем, ушиваем, вернее, сейчас сшиваем спинку. Вот у нас тут столбик находим, где у нас была убавка.
вот он этот столбик, да, мы его оставляем. И начиная с следующего столбика, начинаем сшивать. У нас должно в конце остаться 36 столбиков. То есть вот тут шейка у нас должна быть состоять из 36 столбиков. То есть сшивайте спинку и считайте столбики. Вы можете так вот сложить, найти серединку, например, примерно, и отсчитайте, значит, сколько там получается. По 18 столбиков можете отсчитать, наметить маркером, чтобы, ну, вы не прошли как бы для наглядности. А там уже, когда будете доходить до этого места, вы уже там будете смотреть, как вам там прошить. Ну, нам надо, в общем, оставить, самое главное, 36 столбиков для шеи. Сшиваем за обе стеночки петли, хватаемся за столбики, так вот, просто сшиваем и наполняем по ходу сшивания. Ну вот, что-то такое у нас должно с вами получиться. Если вы видите, что у вас, ну, косит там нога одна задрата получается, вы просто берете так вот, перекручиваете немного, так как мы вяжем с вами по спирали, поэтому, естественно, ряды уходят в сторону и все косится. Вот если бы мы вязали бы просто какую-нибудь трубу, да, такую, к ней лапки пришивали бы, то было бы совсем по-другому. А в этом варианте приходится немного корректировать. Теперь нам надо с вами провязать шею. Я предлагаю эту ниточку, если она у вас достаточно длинная еще, не отрезать, а прошить 2-3 раза последний столбик. Вот, и этой же ниточкой, а потом уже присоединить нехватающую нитку, дальше провязать шею. Вот, берусь я, значит, вот я прошила последний, хватаюсь вот сюда за столбик сбоку, вывожу сюда ниточку, делаю такую вот, ну, стягиваю, в общем, и провяжу сюда первый столбик, так он будет более свободный. Вот. И так по кругу находим следующий свободный столбик. Вот эти столбики оставляем, их не трогаем, которые мы сшили. Мы когда будем тут стягивать, и все. Ну, можно, если что, сшить, конечно, либо можно, смотрите, чтобы не было дырочки, как обычно мы делаем, взять за один из столбиков прошитых, не довязывая до конца, берем второй, ну, первый, вернее, столбик, который у нас должен был быть, и вот так вот мы утягиваем вот эту часть, где у нас было прошито, чтобы не было дырки. Вот, и вяжем так 3 ряда. Будет немножко неудобно, так как тело уже наполнено, и будет немножко крючок держать неудобно. В общем, провязываем с вами 3 ряда. Провязали 3 ряда. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Пришивать голову мы будем именно ниточкой вот отсюда. Вот такое вот тело у нас с вами получилось. Встретимся с вами в следующем видео и продолжим вязать.